Приветствую вас на нашем канале. Сегодня я хочу приготовить йогурт из обычного магазинного молока. Я его взяла 2 литра. У меня 3,2%. Также я использую йогурт 2% греческий, без всяких добавок. У меня здесь 250 грамм. Использовать я для этого буду мультиварку. Приступим. Вот из этой пол-литровой банки я выливаю половину сюда. Даже, можно сказать, большую половину. Вот, осталось немножко. И сейчас я разведу наш йогурт. Чтобы лучше размешался он, я его размешаю сразу вот просто в молоке. С йогурта нам нужно просто биозакваска. Вот это вот. Бифидобактерии, которые здесь есть. И они как раз нам заквасят все это молоко. Теперь просто хорошо размешаем. Все хорошо перемешали. Теперь будем сюда выливать. Можно сюда еще вот налить этого молочка, разбавить, чтобы все, как говорится, до последнего вымылась вся наша заквасочка. И выливаем остальное молоко. Все. Все, теперь мы закрываем нашу мультиварку и ставим ее на режим йогурт. Это примерно около 8 часов. Она будет готовиться при там температура, по-моему, если не ошибаюсь, 50 градусов или 40. Небольшая. Ну вот, постояла оно 8 часов. Я его уже охладила, потому что закончила в 5 утра готовиться. И я его поставила сразу в холодильник охлаждаться. Вот оно что получилось, видите? Не течет, ничего. Ой, съехала, так скажем. Давайте попробуем. О, такой сгусток. Класс. Обалденный. Получился йогурт вот натуральный. С легкой кислинкой, сливочный. Класс. Очень вкусный. Очень. Мы ничего сюда не добавляли, ни сахара, ни соли. Классненько. Хочу сейчас сделать с добавкой, так сказать. Потому что дети у меня кушать не будут такое. Оно кисленько, ну это все равно, что сметану даже есть, но мои сметану не едят так. Сейчас мы наложим сюда отдельно. Но это очень вкусно, правда. И посмотрите, как много получилось. А поглубже. И даже поглубже оно все вот. Йогурт. Класс. Как говорится, на всю семью хватит из молока. 2 литра молока и 1 йогурт греческий. Ну, вот так примерно. Я разморозила клубничку. Сейчас мы ее помнем. Можно блендером взбить, чтобы было однородно. Ну, это тот, кто не хочет, чтобы было кусочками. Можно блендером взбить. Добавим немножко сахара. Сахара добавляйте по своему вкусу. Просто без сахара. Это тоже дети есть не будут, если не добавить. Там уже на вкус и цвет, как говорится. И добавляем в йогурт.
Вот такой йогурт получился у нас с кусочками клубники. Попробуем. Знаете, еще можно даже клубники добавить, потому что он такой не сильно насыщенный. Можно еще немножко добавить клубнички, а так вкусно. Ну, детям, как обычно, нужно больше сахара. А так, очень вкусный йогурт у нас получился. Получается, хочешь без добавок, хочешь с добавками. Да, это лучше. Ну, добавляйте по вкусу. Вот он даже стал розовеньким. Вкусный йогурт. Сейчас еще один вариант покажу. Сейчас в другую наложу чашечку йогурт. Ну, вот так. Грамм 200, вот так, чтобы было примерно грамм 200. И тогда мы еще сейчас порубим орешки, у меня грецкие. И используем овсянку. Овсянку можно сразу сюда высыпать. Вот. Так. Нужно, чтобы с овсянкой настоялось минут 20-30, чтобы овсянка немножко промокла, так сказать. И орешки сюда добавляю. Можно любые, у меня грецкие. Еще можно, знаете, что добавить? Ванилин. Ванильный сахар, точнее сказать. Хотя бы пол чайной ложечки. Ну, вот так. Тоже интересно, как оно будет. Все, и дать настояться минут 20-30 примерно, чтобы оно постояло. И потом мы попробуем. Хочу сделать питьевой йогурт, как в магазине. Ну вот, измельчила клубничку. И сейчас хочу наложить вот сюда наш йогурт. Вариантов очень много. Прям не знаю, что и делать. И все вкусные, как говорится. И сюда отправляем нашу клубничку. Можно также смородину, вишню без косточек использовать. Сейчас вот забью блендером. Вот получился такой же, вот как в магазине, питьевой йогурт. Жидкий. Можно добавить сахара, можно не добавлять. Да, классно. Без сахара, но со вкусом клубнички. Очень вкусный йогурт. Короче говоря, йогурты получились классные. Сейчас посмотрим вот этот йогурт, который я сделала с овсянкой. Вот он. У меня уже постоял 10 минут. Вот он какой классный. Давайте попробуем. Класс. На завтрак просто обалденно вкусно. Еще сюда можно семена льна добавить или какие-нибудь еще другие орешки. И будет очень вкусно. Злаки какие-нибудь добавить. И будет очень хороший и вкусный йогурт. А главное, натуральный. Без сахара,
Мне очень понравилось. Я детям обычно делаю. Вот этот я на самом деле делаю, наверное, второй раз. Обычно у меня всегда вот с ягодами я детям делаю. Себе без сахара. Вот такой вот, чтобы тут почти нет сахара. Буквально грамулечка. Вот. А вот этот я делаю второй раз. Сам йогурт я делаю уже много раз, потому что у меня дети постоянно. Это выгодно получается. Часто пьют йогурты, им это очень нравится. И вам советую, попробуйте. Очень вкусно. Так что очень классный йогурт получился. А вариантов масса, которые можно как смешать и как сделать. Это можно как угодно. Вот, смотрите. Он растрескался, но это нормально. Немножко сыворотки. Это тоже хорошо. Вот. Хороший вкусный йогурт. Делайте. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки. Пишите комментарии. Всего вам доброго.